Бывает, запускаешь игру, которую проходил уже не один раз, и вроде бы все знаешь. Врагов, уровней и различные секреты. Но вдруг ловишь себя на том, что снова втянулся. Так что не заметил, как прошел половину кампании. Вот так у меня и получилось с Doom Eternal. Никакой усталости, никакой «ну ладно, еще одну арену», наоборот. Каждая стычка цепляет, каждая пушка звучит как надо. Все на месте. И я не буду говорить, что Doom Eternal лучшая игра в серии. Но играется она действительно хорошо и бодро. И в этом обзоре я хочу объяснить, как играется Doom Eternal сегодня. И за что она до сих пор удерживает меня. Поэтому давайте разберемся в этом. Разработка Doom Eternal началась почти сразу после успеха предыдущей части. id Software были довольны тем, что перезапуск так хорошо зашел. Но в то же время команда четко понимала, просто делать то же самое больше не выйдет. Они хотели сделать игру более агрессивной, сложной и тактически насыщенной, чем когда-либо прежде. Doom Eternal должен был стать не просто продолжением, а своего рода вторым адом на Земле, только в новом веке. То есть размах больше, сложность выше, а ставки максимальные. Однако на словах все звучало красиво, а на деле разработка оказалась тяжелой. Команда росла, структура усложнялась, а амбиции прыгнули выше головы. id Software начали экспериментировать. Больше подвижности, больше систем, платформа геймплей, целая прокачка с рунами, модами и доспехами. И все это в игре, где раньше достаточно было просто бежать и стрелять. А вот ближе к 2019 году стало понятно, что они не укладываются в сроки. Doom Eternal перенесли с ноября на март. И хотя официально речь шла о полировке, на деле все было гораздо напряженнее. Команда была выжата до предела. Переработки, внутренние конфликты по поводу баланса, вырезанные фичи и при этом постоянный контроль со стороны Bethesda, которая все активнее вмешивалась в креативный процесс. Ситуацию осложнял и мультиплеер. Вместо привычного дезматча разработчики решили сделать асимметричный режим Battle Mode, где двое играют за демонов, а один за палача. Это решение приняли во многом под давлением, потому что хотелось выделиться на фоне других онлайн-шутеров. Но в итоге Battle Mode вышел спорным и довольно быстро канул в небытие. А потом была еще одна проблема, которой стал саундтрек. То, что стало одним из самых скандальных эпизодов в истории Doom Eternal. Композитор Мик Гордон, написавший культовую музыку для Doom 2016 года, не сошелся с Bethesda по срокам, формату работы и качеству итогового микса. Скандал вылился в открытые письма, обвинения и разбирательства. И по сути положил конец сотрудничеству между Гордоном и студией. И несмотря на все это, Doom Eternal вышла. И вышла жесткой, сложной и яростной. Как адская мясорубка, которую запускали в 90-х только на самых безбашенных ПК. id Software рискнули и выпустили игру, которая не стесняется выжимать игрока на максимум. И теперь мы имеем то, что имеем. Doom Eternal — это не просто шутер от первого лица. Это квинтэссенция агрессивного, динамичного и безжалостного экшена, который требует от игрока постоянного контроля ситуации и максимальной концентрации. В отличие от Doom 2016 года, где основной акцент был на быстрых перестрелках и перезарядке боевого ритма, Eternal серьезно усложняет задачу, добавляя горизонтальное и вертикальное движение, а также новые тактические элементы, такие как огнемет и криограната. Теперь ты не просто бежишь вперед, а прыгаешь по платформам, скользишь по стенам и делаешь фатальные прыжки с крюка. Все это помогает сохранять динамику и ощущение бесконечного движения. Вот, например, одно из главных нововведений. Это метод гонки за ресурсами.
В Eternal у тебя почти постоянно есть две жизненно важные задачи – восстанавливать броню, здоровье и боеприпасы. Вот чтобы получить просто здоровье, тебе придется делать глори-киллы. Чтобы получить немного брони, тебе придется поджечь врага любым методом и нанести урон. А чтобы получить боеприпасы, тебе придется по старинке использовать бензопилу. Вроде все просто, но когда ты начинаешь играть, то понимаешь, что это довольно бодрый темп и за всем уследить бывает трудновато. Но игра все равно будет тебя заставлять активно использовать все эти механики. А иначе ты просто будешь разорван демонами из преисподней. Еще одним важным нововведением стали руны, которые позволяют адаптировать стиль игры под себя. Ты можешь увеличить маневренность прыжка, делать добивание с более дальнего расстояния, или же чтобы демоны находились дольше в состоянии оглушения. Не менее интересно реализована и система оружия. Тут все так же, как и в предыдущей части. Тебя ждет целый арсенал с возможностями комбинировать модули и переключаться между разными режимами стрельбы на лету. Каждое оружие в игре чувствуется уникальным. И от твоей тактики зависит то, каким образом ты будешь их использовать. Также стоит отметить появление механики рукопашного боя с новыми видами добиваний. Это не просто красиво, но и тактически полезно. Особенно, когда вокруг полно врагов, а боеприпасы на исходе. Не забудем упомянуть и про разнообразие врагов. Eternal добавляет новых демонов с уникальными атаками, которые заставляют менять тактику, а не просто стрелять напролом. Против таких противников иногда нужно сначала обезвредить щиты или использовать определенное оружие, чтобы выйти победителем. Нельзя не сказать и о скорости игры. Она стала еще выше, а значит и требования к игроку растут. Eternal не прощает ошибок и за каждую неудачу сразу наказывает, но при этом дает возможность постоянно развиваться и чувствовать себя сильнее. Помните, как в предыдущей части при падении в пропасть ты сразу умирал? Но вот в Eternal больше такого нет. Если ты упал, то тебя вернет обратно, но срежет какое-то количество брони или здоровья. Это все сделано ради того, чтобы игровой процесс был более быстрым и не надоедал. Так как врагов стало тоже на порядок больше, стычки с ними длятся дольше, а игрок стал маневреннее и быстрее. Боссы, кстати, тоже стали не просто легкой мишенью, которую нужно затыкивать уроном, а тебе нужно будет додуматься, как его убить. Например, кого-то нужно оглушить, чтобы нанести ему урон, а кого-то нужно обойти, чтобы пробить его критическую точку. И в итоге Doom Eternal – это игра, где нет места расслаблению и где нет медленных моментов. Только постоянный драйв и выверенный геймплей, который и по сей день выглядит свежо и интересно. Если в Думе 2016 года сюжетная история только начинала набирать обороты, то в Eternal она разогналась до предела. Разработчики явно вдохновлялись классическим подходом id Software, но при этом решили вплести в безумие Doom полноценный лор. Мир стал глубже. Появились фракции, древние цивилизации и улучшенная мифология. Теперь у Думгая есть не только пушка и броня, но и судьба, предназначение и даже некая внутренняя мотивация, что раньше для серии было редкостью. Катсцен здесь стало больше, но вот сам нарратив подается больше через записки, которые разбросаны по уровням. Но еще история разворачивается перед тобой, когда ты заходишь в очередной заброшенный храм или видишь опустошенный мегаполис, по которому прошлись адские творения. При этом сюжет стал не только масштабнее, но и более линейным. Если раньше ты был просто яростной машиной смерти, то теперь палач – это почти символ, миф, легенда, которую боятся не только демоны, но и те, кто стоят выше. Он не просто убивает демонов, он рушит систему, ломает правила и делает это с молчаливой яростью. Что приятно, несмотря на обилие новых имен, терминов и локаций, ты не чувствуешь себя потерянным. Все подается дозированно, аккуратно, а главное не мешает геймплею. Хочешь — углубляйся, читай кодексы, разбирайся в предыстории.
Не хочешь, просто играй, и сюжет сам раскроется через действие. Некоторые поклонники старых думов могут ворчать, мол, зачем все это? Зачем добавлять лор в игру, где раньше все сводилось к убей всех и иди дальше? Но на деле Eternal нашла баланс. Он не навязывает тебе свои истории, а предлагает больше, чем ты ожидаешь. Он делает то, чего ты не ждешь от Doom. И это круто. Если Doom 2016 ощущался как техно-хоррор с налетом научной фантастики, где были холодные лаборатории, промышленные шахты, стерильные коридоры и адские творения, то Doom Eternal поднимает планку выше и делает шаг в сторону мрачного эпоса. Он расширяет границы вселенной до библейских масштабов, превращая бойню в нечто, напоминающее смесь классической фэнтези, постапокалипсиса и древней мифологии. Ты больше не ограничен Марсом и его подземными комплексами. Eternal буквально бросает тебя в мультивселенную боли, отчаяния и разрухи. Сгоревшие города Земли, парящие в небе цитадели и адские пейзажи, где сама почва дышит злобой. Здесь не просто мрачно, здесь грандиозно и ужасающе красиво одновременно. Особое внимание стоит уделить визуальному дизайну. Каждая локация – это отдельная экосистема с продуманной архитектурой, цветовой палитрой и даже своими правилами. Визуалы работают как проводник эмоций. Вот ты стоишь на обломках мегаполиса, где небо затянуто рвущимися воронками, а внизу реки лавы и горы черепов. И все это не фон, это часть мира, который действительно пережил катастрофу. Важно и то, как подается контраст. В один момент ты разносишь ад и выжигаешь демонов, а в другой проходишь через величественные залы, где чувствуется нечто большее. Утраченная цивилизация, падшие титаны и намеки на древние конфликты. Это придает Eternal ту самую атмосферную глубину, которой не хватало предыдущим играм. В целом, Doom Eternal – это панорама тотального уничтожения, поданная с изяществом художественного апокалипсиса. И пусть вокруг все рушится, ты продолжаешь идти вперед. Не потому, что есть надежда, а потому, что больше никто не может. Doom Eternal в 2025 году по-прежнему ощущается как яростный, мощный и безумно стильный шутер, который не просто развивает идеи перезапуска 2016 года, а масштабирует их до мифологических высот. Это не просто продолжение, это эволюция, хоть и не всем она понравилась. В ней больше динамики, больше механики, больше свободы в бою. Сюжет стал глубже, визуальный язык богаче, а атмосфера эпичнее. Eternal – это та часть, которая не побоялась меняться, экспериментировать и при этом оставаться Думом. С его кровью, мясом, динамикой и пушками. Да, кому-то все это может показаться перегруженным. Слишком много всего, слишком сложно и слишком быстро. Но на самом деле, это игра, которая уважает тебя как игрока. Она бросает тебе вызов, и если ты его принимаешь, то получаешь одно из самых ярких и мощных приключений в мире шутеров. А на этом наш обзор подходит к своему логическому завершению. Напишите в комментариях, как вам Doom Eternal и какие эмоции вы испытали, проходя игру. Ставьте лайк, если вам понравился обзор. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы культовых игр и свежие игровые события. Всем хорошего настроения и до скорых встреч, геймеры, на канале Reviews Video Games.